Всем привет, меня зовут Аслан, а на связи «Давай сходим Алматы». Сегодня мы решили рассказать вам об одной из самых интересных и важных составных частей общественного транспорта нашего города. Речь, конечно же, пойдет об алматинском метрополитене. Активное строительство метрополитена началось аж в 1988 году, но развал Советского Союза внес свои коррективы в этот план. В течение 20 с небольшим лет метрополитен строился с переменным успехом из-за проблем с финансированием. И, наконец, в 2011 году он открыл свои двери, представив вниманию горожан 7 станций, а в 2015 году к нему прибавилось еще 2. К слову, по мнению экспертов, алматинское метро является одним из самых современных в СНГ по техническим параметрам. Это не говоря уже о том, какое оно красивое. А начнем мы со станции Раимбек-Батыра, которая расположена на пересечении проспекта Назарбаева и проспект Раимбек-Батыра. Недалеко от него находится вокзал Алматы-2, Зеленый базар и автовокзал Саяхат. Дизайн станции выполнен в духе совмещения современного с традиционным, и на одной из стен вы можете увидеть красивую мозаику Раимбек-Батыра. Станция Жэбек-Жылы находится на пересечении улиц Панфилова и Гоголя. Недалеко от него находится ЦУМ, Арбат Алматинский, парк 28 панфиловцев и Вознесенский собор. На торцевой стене платформы расположено панно, на котором изображены самые известные достопримечательности стран, через которые проходил шелковый путь. Но что самое интересное и странное, здесь также есть и пирамида Кукулькана, которая расположена в Мексике. Не забывайте соблюдать правила безопасности, не подходите близко к платформе. Станция Алмалы находится на пересечении улиц Карасай-Батыра и Панфилова. Недалеко от него находится театр оперы и балета имени Абая, площадь Астаны, КБТУ и известная всем алматинцам Жургеневка. В торце платформы расположено витражное панно, на котором изображено большое яблоневое дерево, которое объясняет название нашего города Алматы и придает смысл статусу города как города яблоневых зорь. Станция Абай расположена недалеко от пересечения проспекта Назарбаева и проспекта Абая. Недалеко от него есть акимат города Алматы, площадь Республики, дворец Республики, канатная дорога на Коктубе и несколько университетов. В конце платформы располагается изображение великого Абая Кунанбаева вместе с изречениями из его произведений. На каждой станции есть вот такие вот указатели, чтобы помочь вам лучше сориентироваться в пространстве. Также на каждой станции вы можете увидеть вот такую вот линейку, изображающую все станции метрополитена города Алматы и ту станцию, на которой вы сейчас находитесь. Станция Байхонер расположена на пересечении проспекта Абая и улицы Байтрусынова. Недалеко от него расположен дворец спорта имени Балан Шулака, центральный стадион и несколько университетов. А выполнен он в стиле хай-тек и связан с космодромом Байхонур. Станция имени Мухтара Ауэзова расположена на пересечении проспекта Абая и улицы Муканова. Недалеко от нее есть дворец бракосочетания, музей искусств имени Костеева, Алматинский цирк и драматический театр имени Мухтара Ауэзова. На стенах вы можете увидеть сцены из быта кочевников и казахского народа, а в конце зала есть целая мозаика, изображающая традиционную свадьбу казахов. Станция Алатау расположена по проспекту Абая между улицей Жарокова и проспекту Гагарина. Из примечательного просто прекрасное изображение заирийского Алатау, который величаво поднимается над нашим любимым городом. Станция Сайран расположена по проспекту Абая между улицами Тлендиева и Брусиловского. Наверное, это единственная станция, которая не отличается каким-то своим особенным дизайном, а просто похожа на обычную современную станцию метро. К слову, алматинский метрополитен работает с 6:20 утра до 12 часов ночи. Станция Москва расположена по проспекту Абая между проспектом Алтынсарина и улицей Утиген-Батыра. На стенах станции вы можете увидеть знаменитую известную Кремлевскую стену, которая расположена в российской столице. Алматинский метрополитен является объектом повышенной опасности и особого назначения. И именно поэтому, пока вы пользуетесь его услугами, нужно соблюдать все правила безопасности и поведения. Для вашего удобства в кассах метрополитена есть как наличный и безналичный расчет. Один проезд стоит 80 тенге для взрослого человека и 40 тенге для ребенка от 7 до 15 лет при условии, что у него есть документ, подтверждающий его возраст. Также на кассе вы можете приобрести смарт-карты многоразового пользования, которые стоят 100 тенге, и пополнять их либо через эти автоматы, либо через ту же кассу. Ну и, конечно же, никто не запрещает пользоваться старыми добрыми картами ОНАЙ.
Помимо всего прочего, держатели банковских карт MasterCard могут расплатиться здесь своей банковской картой, что я считаю очень удобно. К слову, у алматинского метрополитена есть свое мобильное приложение, где вы сможете найти информацию как о времени приезда поездов, так и о времени работы самого метро. В завершение могу сказать, что лично мне алматинское метро очень нравится, и надеюсь, что с годами оно будет только расти, и все больше алматинцев смогут воспользоваться его услугами.